Вкусная мясная закуска и при этом очень бюджетная по продуктам. Готовлю супер нежный ленивый сальтисон. Процесс очень неприхотливый и по сравнению с классическим рецептом очень простой и пассивный. Так что если интересно, просто продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Я вспоминаю, как моя бабушка в детстве готовила классический сальтисон из свиной головы, но для себя я нашла способ готовить нечто подобное проще. Способ отличный для современных городских жителей, без поиска головы, без ее разделывания, без длительного вымачивания. Я буду готовить свой сальтисон из рульки с добавлением языка и сердца. Получается очень бюджетное мясное блюдо, очень вкусное, и при этом оно отлично подходит как на каждый день, так и для праздничного стола. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании под видео. И языки, и сердце, как и рулька, все свинина. Купить, как и подготавливать эти ингредиенты куда проще, чем целую голову. Да и набор такой, что можно купить в обычном супермаркете. По желанию можно добавить больше специй, если хочется получить более пряный вариант. Готовлю ингредиенты к варке. Чтобы процесс был равномерным, рульку разделяю на 3-4 куска. Языки и сердце я просто вымыла. По сути, весь процесс приготовления – это всего лишь длительная варка, которая позволяет получить очень нежную текстуру этого сальтисона. Чеснок и лук я использую в неочищенном виде. Луковая шелуха придаст легкий румяный цвет бульону, а чеснок не очищаю, чтобы сэкономить время. Я просто срезаю верхушечку, чтобы открыть зубчики, и они отдавали свой аромат бульону. Лук разрезаю просто напополам, не срезая нижнюю часть, откуда растут корешки. Она будет держать половинки целыми, и лук не распадется при варке. Так будет удобно его извлекать из бульона. Укладываю в 5-литровую кастрюлю куски рульки, в том числе ту, где кость, а также языки и сердце. Сверху раскладываю чеснок и половинки лука. Отправляю в кастрюлю соль, черный и душистый перец, а также лавровый лист. Вливаю 2 литра воды и отправляю кастрюлю на огонь. По мере того, как будет образовываться пена, снимаю ее шумовкой, а затем, когда бульон закипит, накрываю кастрюлю крышкой и убавляю огонь до минимума. Варю все в течение 5 часов, пока мясо не станет мягчайшим. В процессе варки бульон будет выпариваться и становиться концентрированным, и через 5 часов у меня все выглядит вот так. Извлекаю мясо, сердце и языки и даю им слегка остыть. Языки при этом обдаю холодной водой, чтобы было легче снять кожицу. Бульон процеживаю и пробую на соль. Подостывшее мясо нарезаю. Язык и сердце режу довольно крупно, чтобы они были видны на разрезе и текстура сальтисона была интереснее. Само мясо с рульки настолько нежное, что его я просто разделяю руками на куски. Также добавляю в массу немного жира из-под кожи на рульке. Это опционально, и этот жир можно в массу не добавлять, но мне нравится. Его мелко рублю, чтобы он лучше распределился по смеси. Вливаю к мясной смеси 300-400 мл бульона. Посмотрите, какого красивого цвета он получился. Вымешиваю смесь до равномерного распределения кусочков сердца и языка. Теперь нужно отправить смесь в емкость, которая будет играть роль формы для сальтисона. У меня это прямоугольная стеклянная форма для кексов. Внутрь я уложила пищевую пленку в 2 слоя, чтобы можно было легко извлечь зельц и было удобно его нарезать. Выкладываю всю смесь в форму. У меня получилась порция четко на форму. Закрываю верх краями пленки, слегка придавливая массу, чтобы ее уплотнить и сделать верх ровным. Убираю закуску в холодильник на ночь. Бульон в составе застынет и схватит все кусочки мяса. Останется лишь извлечь сальтисон из формы, снять пленку и нарезать его на порции. Делитесь в комментариях, что думаете по поводу моего ленивого сальтисона. Если ролик вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео. В следующем видео буду готовить очень вкусный торт на Новый год, так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, и этот рецепт мимо вас не пройдет. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».